Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как вырастить рассаду помидор в домашних условиях. Вот семена у меня собственного сбора, поэтому я его не вымачивал. Но уверен что они будут схожие. Сейчас семена откладываем в сторону. И грунт. Грунт я беру с огорода. Желательно, хорошо бы, если будете садить помидоры у себя в огороде, то взять грунт именно с того места, где вы будете садить помидоры, чтобы потом, когда рассаду высаживаете, не проходилось помидоры время, чтобы это адаптироваться. Время не теряло, сразу рассада уже пошла в рост. А так пока несколько дней может помидоры терять времени, так как грунт разный, начинают уже как-то по-другому вести себя. Сейчас наберу я посуду для высадки семян. Немножечко уберу. Комки и слегка, очень слегка утрамбовываем. Достаточно третья часть посуды. Грунт мы набрали, ну еще немножечко. Грунт мы набрали, легкие утрамбовки и так, червячок назад. И отметим мы рядки, чтобы потом не терять их. Теперь сделаем немножечко углубление, чтобы высаживать семян. Можно было бы на россыпь, потом сверху грунт подсыпать. Но так рядками намного удобнее, особенно когда всходит, знаешь где, как. Берем семена и каждую лунку, где по одному, где по два, садим, чтобы я вам скажу, что не особо-то удобно. Лучше бы открывал я лунки борозды, чем так на это штучно. Так, расклали семена. Ну, конечно, лунки не особо-то получились, это глубокие, надо немножко поутапливать, поправить, чтобы одинаковой глубины, нужной глубины, короче. Ну и достаточно. И немножечко попорошим землей сверху, чтобы прикрыть семена. Все, опять слегка трамбовываем, чтобы влаги держала. И опрыскиваем водой. Надо, чтобы не перестараться. Ну и чтобы не меньше было. Думаю, наверное, хватит. Ну, теперь в обязательном порядке надо накрыть его пленкой, чтобы
влага быстро не испарялась. Получится как-то своего рода парничок. Опять, чтобы крылышко не съехало. Ну все, теперь уже ждем сходы. Наблюдать будем через целлофан. И поставим его, конечно, на светлую сторону окна. Вот же буквально 8 дней прошел. И наши помидоры вот какие красивые взошли. Даже дружно. Целлофан я уже дня через 4 снял. Только успели показаться всходы, чтобы не сварились солнцем, это не спеклись. Ну а так, вот. Уже трава трошки немножечко. Надо будет повытирать. Ну а так вот, уже не маленькие. Сейчас немножечко я их полью. Я думаю, еще недельки, а может полтора, уже надо будет пикировать их. А так пока ждем, пока вырастут. Вот прошло еще 4 дня. И помидоры наши уже еще немножечко подросли. Уже по 2 листочка, уже видно, что они помидоры. Ну а так, не забыться главное теперь поворачивать посуду, чтобы не росли они косо, прямо росли. Ну а пикировать, я думаю, что еще рано. Немножко пускай корневая система развита будет, тогда можно и будет пересадить. Ну, будем ждать. Вот прошли уже еще 2 недели. Помидоры вот уже такого роста. Сейчас будем их пикировать. Сейчас пока отставим в сторону. Я уже подготовил землю. Посуду. Сейчас посуду мы понаполняем. Сантиметра 2,5 ниже, чем от горловины, чтобы можно было поливать без проблем, не переливать на подоконник. Посуда опять же из-под воды прозрачные. Что мне нравится, что в прозрачной посуде, что не обязательно делать дренажное отверстие и лишний поддон или чего так ставить. Поливаешь, и видно, какой уровень держать воды, чтобы не перебор. И наблюдать по мере надобности опять долеять. Вот, подготовили уже. Теперь можно пересадить. Сейчас место свободен. Кончиком ножа аккуратненько срезаем землю. Оставим, чтобы повреждать. И луночку аккуратно делаем. Я буду садить
На каждую посуду по 4 штуки, больше места не особо это позволяет. Это удобно потом, если какая травинка вырастет, его убрать, удалять. Насадили, так зашли хорошо, дружно. Убираем в сторону. Так, и чуточку поглубже надо. Падает. Так. Ну вот сейчас завершим пикировку. Уже последняя баночка. Ну а теперь главное не забыться теперь их немножечко уже адаптировать, чтобы они привыкли на улицу. Каждый день можно на часок, на другой солнечную теплую погоду выносить их на улицу. Ну а потом можно назад обратно. Уже в течение недели они уже будут привыкать. И будут уже, когда высаживаться, уже нормально чувствовать себе. Ну и опять же, солнечную сторону в окна, чтобы более так энергии получали они. Больше вроде особо ничего не надо. Вот наш уже рассада. Получилось немало. Ну а садить уже можно будет через пару недель уже. Ну на ваше усмотрение. Можно чуть раньше, можно позже. Как погода позволит. Ну, немножечко вот сейчас польем их, чтобы корни освоились, прикрепли к земле. Ну вот и все. Вот баночка, я вам говорил, что вот это прозрачный. Вот и видите. Видно уже, сколько увлажненность. А если меньше, так можно еще полить. Ну и все. Больше вроде нечего сказать. Всем желаю успеха. Сажайте, выращивайте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До свидания.